Всем привет, с вами я, Пейс, и я без регистрации СМС продолжаю обсирать ваши любимые участки. Это вторая часть обзора участков 72 Даунтаун, и мы остановились на закусочной «Красная заря». Закусочная «Красная заря». Добро пожаловать в последний оплот коммунизма. Быстрое обслуживание, опрятные официантки, вкуснейшие котлеты и макароны. Музыка ретро. Окунитесь в атмосферу 1950-х по ценам 2050-х. Что ж, снаружи этот участок даже достаточно симпатичный. Единственное, меня всегда удивляли, например, здесь пальмы, потому что я не думаю, что Даунтаун такой уж теплый город, чтобы там росли пальмы. Еще у меня вопрос к вот этому. То есть очевидно, что это же двухэтажные пальмы, которые поставили внутри, они теперь выпирают. И, в принципе, тоже странно. Типа, чё? Не знаю, зачем так было делать. В принципе, это какой-то снаружи, типа, дайнера. Он слишком, конечно, большой для вот этих железных вагончиков, в которых располагаются дайнеры. И выглядит вообще не так. И отсылка на GTA San Andreas. Не знаю, что это может быть в этом роде. Но форма, типа, так, нормально. Я бы ее конечно, сделал, может быть, по-другому и поменьше, будь моя воля. Но посмотрим, что еще внутри. Внутри прям классический 50-е, прям настоящий дайнер, входная группа. Все выглядит интересно, цветасто, классический Sims 2 и вот эти вот кучи узоров в виде клеточки. Опять странная комната для вебкама, как всегда. Очень большие пространства, мало столиков. Но все достаточно аутентично. Здесь есть даже игровая зона, кабинка для фотографирования. Все красно-белое, красно-черное, черно-белое. Все вырывает глаза просто на корню. И он интересный. Здесь открытая кухня, что мне нравится. Тоже здесь можно смотреть, как готовят. Все прикольно, аутентично выглядит, но, конечно же, есть что переделывать. Я бы сказал, что этот участок с пивом покатит, потому что, в принципе, он сделан неплохо. Там много чего можно переделать, делать его больше похожим на дайнер или на какую-то такую интересную постройку, но внутри он достаточно классный и симпатичный. Но еще не дотягивает до верхушки, потому что все-таки глаза у меня вытекают. Следующий участок — это игорный клуб «Укромный уголок». Свидание назначено, а никто не пришел? Идите в укромный уголок, Родни. Сядьте в кресло и расслабьтесь. Кто знает, может быть, здесь вы познакомитесь с кем-то еще или даже встретите свою любовь. Вот снаружи мне нравится этот игорный уголок больше, чем тот предыдущий игральный клуб. Он симпатичнее, и кажется, здесь есть какой-то намек на Дона Корлеона и вот эту вот всю эстетику. Некрасивая работа с ландшафтом, с растениями. Вот этот, что это, тоже колоннада, непонятно зачем и чего. Я помню, что, кажется, здесь есть какие-то проблемы со строительством на вот этой части. То, что я хотел убрать этот пруд, и у меня что-то не получалось раньше. Внутри он очень компактный. Здесь входишь, и сразу же есть ресторан. Ух ты. Один столик для игры, два столика для игры. Пианино. Тоже что-то, такой салон. Открытая готовка. Маленький бар. И есть отдельная комната для игры в бильярд. Мне даже нравится, потому что он, в принципе, симпатичный. Единственное, что, может быть, нет входной группы. В этом есть какая-то проблема. Но в целом очень даже красиво. Они поработали и внутри, и снаружи, и с интерьером, и с экстерьером, и даже повесили маленькие детали. Вы посмотрите, тоже здесь есть табличка для того, чтобы мыть руки. Картины в туалетах. Достаточно интересно, светильнички маленькие. Да, просто приятно, сюда можно прийти как в ресторан, так и поиграть
всякие игры. Единственное, что мне кажется, что вот этот автомат, музыкальный автомат здесь может быть к месту, потому что, по идее, классно и приятно слушать музыку, пока ты играешь, но, с другой стороны, все силы припрут сюда, чтобы танцевать, и, может быть, его лучше было поставить вот здесь. И, естественно, мне не нравится крыша, потому что такая крыша подходит не везде, она очень пластила этот дом. Может быть, здесь лучше было поставить другую крышу, но в целом нормально. И вот это озерцо, оно тоже меня очень раздражает, потому что, по идее, это что-то, наверное, подходящее и красивое, но выглядит некрасивым, неподходящим и неуместным. Здесь странный сад, странный везде бетон. Это просто дырка как бы в бетоне, и не знаю, по-моему, спорное решение. В принципе, идея и задумка классная, но реализация так себе. Я бы поставил его с пивом покатит. В принципе, норм. Это чуть-чуть лучше, чем пресная база, но в целом пойдет. Если бы не какие-то детали и не внимательность к мелочам, я бы его поставил бы в пресную базу однозначно. Но так, с пивом покатит. Даже несмотря на то, что многие вещи мне мозолят глаза. Здесь как-то многовато отсылок к Норд-Осту, если честно. Следующий участок — это Центральный парк Норд. Жизнь горожанина наполнена стрессом и спешкой. Найдите минутку, чтобы полежать на лужайке в городском парке. И пусть весь мир подождет. Естественно, это отсылка на Сенсол парк в Нью-Йорк-Сити. Вот такой малюсенький парк. У него есть продолжение в виде второй части. Его окружает маленький заборчик, который символы, в принципе, могут, кажется, перешагнуть. Но это не точно. Мне кажется, это решение странным. По типу огораживать маленьким бамбуком вот так вот все вдоль. Не знаю. Тут есть озеро, которое типа идет на второй части, и здесь проложена дорога. 2 маленьких туалета, маленькая зона для кафешки и гриля. Опять тир, который стоит. Шахматы, качели, костер, который можно сжечь. Маленькая сцена. В принципе, все как добавить. Опять-таки, я говорю, что я не особо люблю парки. Здесь все достаточно скучно, и при этом как будто бы маловато каких-то деталей. Есть странные штуки. Какая-то бедная, скудная зелень. Он выглядит так, как будто бы ему не хватает места, в отличие от длинного бульвара в бухте Белатонда, который распространяется на кучу участков. Здесь будто бы что-то требующее больше пространства, и как будто бы это не очень подходящее место в даунтауне, как мне кажется. Да, он стоит посередине, но не могу до конца выразить, почему он мне не особо нравится, но вот есть какое-то такое ощущение. Его можно было бы сделать приятным, может быть, на одном участке такой большой парк, но и решили разделить его на 2. Я бы поставил в пресную базу, потому что мне кажется, что вряд ли вы бы стали ходить на такой лот. Это как будто бы какой-то лот, предназначенный для концертов и для подростков, но он странный, и, может быть, лучше создать собственный участок для этого всего. Ну, типа такого. Следующий участок — это соседний центральный парк Дюит. Жизнь горожанина полна стрессом и спешкой. Найдите минутку, чтобы полежать на лужайке в городском парке, и пусть весь мир подождет. В принципе, описание точно такое же. Здесь уже использован бамбук, здесь использованы маленькие пилки по кругу. Опять-таки, для меня это крайне спорное решение, и не думаю, что стоит так делать. И здесь любимая игрушка для симов — это Симшуна, которого они постоянно подходят, начинают около него тусоваться. Здесь есть маленький бассейн. Возможно, это типа какая-то замена плаванию в озере. И он еще более скудный, чем предыдущий парк. Еще более несуразный.
Хотя здесь тоже есть кафетерий, есть зона для барбекю. Ну, просто менее интересно, чем предыдущий парк. И стоит напротив, естественно, я бы предпочел этот парк, несмотря на то, что даже здесь есть бассейн. Но все равно. Да. Они здесь еще поставили маленький музыкальный центр, чтобы, я не знаю, танцевать на природе. Перед шахматами. С одной стороны, это пресная база, с другой стороны, он просто мозолит глаза, потому что два одинаковых парка, один из которых хуже, это уже чересчур. На очереди участок боулинг-клуб «Симба». Как говорится, жизнь похожа на боулинг. То ты сбиваешь, то тебя. В Симбе вы можете развить свои навыки до совершенства и заодно потренировать своих детей. В жизни это им пригодится. Снаружи он такой же странный, как и большинство участков с этой крышей. И, господи, здесь есть отвратный треугольничек крыши, который закрывает уголочек. То есть два выхода сзади. Странная вереница окон только с этой стороны. И не знаю, мне кажется, что боулинг-клубы, может быть, располагаются в каких-то штуках другого типа, но окей. Ага, наверху, значит, они сделали так, разделили все комнаты, но при этом не замостили их, как обычно, потолком. Внутри имеется вход, небольшая игровая зона. Мне нравится то, что здесь есть двойной узор, но эти цвета — это просто какая-то детская неожиданность, и вклеенский синий ужасное сочетание, которое проходит через весь боулинг-клуб. И обычно боулинг-клубы более цветастые и симпатичные, там нету скучного коричневого, куча дорогущих картин на стенах, такой же ужасный пол, все выглядит скучно и не цветного, везде странные окна, как будто бы в них должны быть решетки. Небольшой ресторанчик, типа семейный, который при этом отделен от боулинга. Он просто очень унылый. И несмотря на то, что даже здесь есть какие-то сочетания в виде ресторана и игровой зоны, по-моему, это плохой участок. Я бы поставил его в мозоль глаза, потому что он скучный, он цвета детской неожиданности, он абсолютно странно расположен, тут странный интерьер, странный экстерьер. И все одним словом достаточно плохо. Парк-симулятор. Парк-скульптур-симулятор. Зачем отдавать бешеные деньги за музей и водить детей по красивым галереям, если им там не интересно? В парке они все могут пощупать, а при необходимости и сломать, чтобы посмотреть, что внутри. Еще один парк, на этот раз парк скульптур. Концепция достаточно интересная для реальной жизни, как мне кажется. Но в Sims 2 здесь наверняка просто скучно. Я уже вижу горящие штуки, как называется, плазматроны, из-за которых загорится Симой. Симы постоянно будут тусоваться здесь и пускать пузыри. Куча скульптур самых разных. Достаточно нормально сделали ландшафт. Здесь есть туалеты, как всегда, кабинка для фотографирования, зона для барбекю, маленькая кафешка, кафетерий, кофе. Странно, что позагороженные немного шахмат. Мне кажется странным делать участок для того, чтобы ставить на нем пузыри, и как будто бы весь участок только ради этого. И это вот то чувство, когда ты ставишь что-то, чтобы заткнуть дырку, потому что тебе нечего ставить. И оно странно очень сочетается с этой многоэтажкой, которая чуть ли не вплитык вообще окна, которые смотрят в туалеты. Мне нравится то, что здесь есть заборчик, который огораживает зеленое пространство, а вокруг как бы бетон, но при этом, не знаю, такой себе парк. Я бы поставил его в мозоль глаза, потому что непонятно, зачем он. Вы там, если окажетесь, то, скорее всего, только на один раз. Он вроде как прикольный, а вроде как там нечего делать. И поэтому странно просто на него приходить. Следующий участок — интернет-кафе Wi-Fi. После мистического исчезновения нескольких сетевых плат из наших компьютеров мы решили
сменить старое название «Твой байт» на более современное. Руководство и охрану мы тоже сменили, так что ожидаем бешеную прибыль. Это интернет-кафе больше напоминает какой-то элитный ресторан или бизнес-клуб. Не знаю, сидят ли в таких на самом деле айтишники, но да, как будто бы не по статусу просто здание. Мне нравится то, что здесь сложный экстерьер. Например, есть типа катки с растениями, есть какой-то выход наружу, то, что можно обойти все, колонны, которые поддерживают угол, ну ладно. Ну, оно недостаточно симпатичное, но достаточно интересное. Например, вот этот проход странный. Хотя я бы сделал, может быть, кабинки для этих компов. Ну да ладно. Притом компы дешевые. Это не просто... Ну, типа, он снаружи выглядит дорогим, а на самом деле он достаточно дешевый внутри. А на втором этаже здесь небольшой ресторан, что интересно. То есть здесь можно прийти прям поесть как в полноценной кафешке. Достаточно все спокойное, такое же коричневое, как обычно. Мне не нравится то, что они не довозят перила, типа этот уголочек. Что, зачем его оставили? Можно было бы довести перила и сделать нормально. Ну да ладно. В общем, он достаточно обычный. Тут спорное решение с тем, что больше похоже на какой-то фитнес-клуб снаружи и шарашкину конторку внутри. Но окей. Это сложный для меня выбор. Как будто бы, с одной стороны, мне очень нравится экстерьер и идея, и интерьер, но вместе это все совершенно несочетаемые вещи, которые зря таким образом соединили. С одной стороны, это пресная база, потому что это может быть, ну, достаточно скучный участок. Я не знаю, нужно ли зачем-то действительно приходить в 72 на общественный лот, чтобы что-то поделать за компьютером, как будто бы нет. Абсолютно все доступно дома, даже если нет компьютера. С другой стороны, он просто красивый, как бы с пивом покатит. Но с другой стороны, он действительно базовый, в нем нет необходимости. Ну ладно, я скажу то, что с пивом покатит, в принципе. Окей. Следующий участок — закуски, боулинг у Хатки. Хатка, владелец заведения, начал играть в боулинг еще в 10 лет и решил связать с этой чудной игрой свою судьбу, построив боулинг-клуб. Только здесь самые гладкие дорожки и самое быстрое обслуживание. Нерасторопных официантов можно сбивать шарами. Услуга оплачивается дополнительно. Вот этот участок снаружи, мне кажется, именно такой, который должен быть для боулинг-клуба. Здесь дешевый фасад, само здание, как будто бы коробка просто специально построенная для боулинга. Оно непритязательное. Может быть, странное решение с фундаментом, но допустим. Внутри, как всегда, нет второго этажа, но, о боже мой, они заделали наконец-то потолок кое-где. Кое-где сделали странное решение с контратами. Наверняка здесь была какая-то комната, но они ее почему-то решили убрать. И, как всегда, летающая люстра. Вот это меня огорчает всегда. И он более цветастый, чем в предыдущий раз. Это прикольно, но абсолютно тошнотворное сочетание зелено-белое розовой плитки, оно мне не нравится. Этот узорчик цветочек, этот узорчик в бумеранге. Все как подобает я. Здесь небольшой боулинг, есть небольшая игровая зона, как всегда. Я, кстати говоря, можно было бы, наверное, сделать на фундаменте, как это называется? На пространственно-геометрические фундаменты. На платформе. Ее можно было бы сделать на платформе просто. Было бы даже класснее, лучше. А так он масенький. Да, здесь есть интересные штучки. Интересно, как они повесили вот это. Это же невозможно повесить, если у вас не резиденция. Что странно. Эти цвета мне напоминают почему-то мороженое. Что странно. Есть небольшая стойка для ресторана, то есть можно покушать, можно посидеть за баром.
Ну да, достаточно приличный, ничего такого экстра, но что есть, то есть. Я бы его все равно поставил в пресную базу. Несмотря на то, что пока что это лучший боулинг-клуб, который я видел. Я видел всего 2 боулинг-клуба. Мне кажется, что он очень скучный и стандартный. И можно лучше. Боулинг-клуб «Рафинад». Вы не заблудитесь в поисках нашего боулинг-клуба. Ведь это, несомненно, самое знаменитое здание в районе. Рафинад. Боулинг не для пресных людей. Все выглядит очень странно и подозрительно. Это гигантская просто крыша с площадкой, которая не нужна ни для чего. Второй этаж, как всегда, пустой, но хотя бы закрыт туалет, и то ладно. Как всегда, летающие светильники, эти ужасные кубы, которые начинают переливаться, как только вы заходите, они здесь просто повсюду. Так, подождите, они перегородили вход этим кубом? Это странно. Типа, понятно, что здесь какая-то подсобка и рабочее помещение, но все-таки с двух сторон они перегорожены кубами. Здесь есть танцпол, есть диджейский пульт, который находится прямо посередине. Просто ужаснейшее сочетание зеленого с синим. Это катастрофа. И оно ужасно. Маленький бар, бильярд, который впритык к танцполу. Маленькая зона, не знаю, можно ли здесь действительно сесть, и непонятно зачем. Фотокабинка. Мне кажется, это странное расположение, то, что у вас идет скач на входе, потом вы идете дальше, и у вас боулинг-клуб, и чем все странно, и вы начнете очень быстро блевать от того, как здесь все ярко и переливается. И этот синий, который просто поглощает все пространство, он, одним словом, некрасивый, хотя мне нравится сама идея с боулингом. И тем, как он выстроен, может быть, здесь не хватает только столиков, и вообще нету ресторана, где можно посидеть, можно только выпить около маленького бара. В общем, он какой-то странный, неопрятный. Не знаю. Я бы сказал, что это не самое лучшее место для игры боулинг. Боулинг-клуб «Рафинад» настолько похож на боулинг-клуб «Симба», что у меня не было картинки с боулингом клубом «Симба», и я его засунул сюда. Теперь все верно. Торговый центр «Пролет». Шик и блеск. Только так можно написать этот торговый центр. Всего по чуть-чуть, и даже самый взыскательный покупатель сможет найти для себя что-нибудь нужное. Судя по описанию, должен быть какой-то элитный торговый центр, но выглядит вообще-то как трейлер-парк, хотя и в таком очень ухоженном варианте. Мне нравится, как здесь оформлен тротуар, достаточно интересно. У каждого участка есть собственный газон, кусты, скудно, но со вкусом. И даже не то, чтобы они наксоёвили с крышами, но он пойдет. Все выглядит снаружи очень нейтрально, только богатые окна и двери в первую очередь. А так, в принципе, очень прилично. Внутри же участок разделен на несколько домиков. В одном из них какие-то элитные журналы продаются. Мне опять не нравятся цвета. Здесь коричнево, серо и как-то уныло очень. Странно. В другом отделе здесь находится одежда. Ну, тоже вроде как, типа, по цветам примерно то же самое. Все коричнево-красное. Есть еще аркадный зал, который полностью красный. Здесь классный зато ковер со звездочками. Хорош сам по себе. Есть маленький, типа, ресторанчик, наверное. Но при этом нет самого ресторана, есть только зона для гриля. И все. И, то есть, можно самим прийти, приготовить сосиски и уйти. Такой дом маленький, компактный. Я не знаю, насколько это хороший вообще вариант, потому что по отдельности все классно. Снаружи все нормально. Но странно то, что как будто бы он должен... Мне кажется, он предполагался как более бедный вариант. Либо, наоборот, как более богатый, но что-то пошло не так, и они сделали это странное сочетание, которое вообще не матчится. Возможно, это можно было бы сделать в виде какого-то
участка с контейнерами, которые преобразили всякие хипстеры и прочее. И сделать там кафешку, сделать какой-нибудь магазин панков и все в таком роде. А пока что это что-то очень странное и несуразное. Я бы сказал, что это пресная база, потому что он не представляет себе ничего особенного, из него в конфетку уровень сделать, собственно, нужно это все либо перестраивать, либо перепридумывать. Да, он приятный, да, он симпатичный, но вряд ли вы туда пойдете своими симами, потому что есть просто другие, более выразительные участки, более интересные и как-то более к месту, чем вот то, что это. Дискотека центра вселенной. В нашем клубе играет лучший диджей и готовит лучшие повара северной части города. Мы рады каждому посетителю и жаждем угостить его хорошей порцией жареной картошки и музыки. Снаружи он опять выглядит как здание из Vice City. Мне нравится... Ну, мне, конечно, не нравятся здесь пальмы, они странные. И опять здесь грушу повесили, хотя другой указатель, может быть, лучше был бы. Но зато здесь прикольный фламинго, прикольный пруд, типа фонтанчик, может быть. Есть задний двор. В принципе, он достаточно симпатичный. Единственное, что для меня спорно являются вот эти вот странные кресты на полу, но с этим можно жить. О, и крыша, кстати говоря, покрывает лестницу, это очень хорошо. Сюда можно подняться как снаружи, так и изнутри. Второй этаж пустой, здесь есть только кухня и туалет. Как по мне, для диско-клуба это может быть слишком элитно. Ну, типа, посмотрите только на этот туалет. Даже в элитных клубах не ставят такие туалеты. А так, в целом, очень прикольно. Я помню, то, что я сюда неоднократно ходил. Внутри он выглядит прям как типичный диско-клуб. Здесь есть диджейская будка, есть танцпол, который огорожен и утоплен. Есть бар, есть дартс. Есть крутилка, есть маленькая ложа. Может быть достаточно пустовато и странная планировка немного, я бы сказал. Например, вот эти бортики по бокам. И все не очень удобно просто организовано. Но в целом очень даже терпимо. А снаружи это все очень приятно выглядит. Я бы сказал, что он с пивом покатит. Да, в принципе, это пресная база, но благодаря каким-то мелочам и штукам с пивом покатит. На этом все общественные участки закончены. Мы переходим к обзору однотипных жилых лотов. Толмачевский переулок 31. Абсолютно примечательный домик, такой базовый, специально, чтобы вы могли сюда заселиться с базовым бюджетом. Он стоит 13 тысяч, здесь странная крыша, и, в принципе, подобные дома в бедном районе и должны стоять, я думаю. Внутри он достаточно приятный. Здесь компактная кухня. На удивление, есть маленький диванчик, телевизор, есть даже блок для парковки, есть кровать и большой задний двор. Кажется, это он. Я поставлю в пресную базу, потому что ничего такого особенного о нем сказать нельзя. Толмачевский переулок 33. Примерно точно такой же домик. Он абсолютно по архитектуре одинаковый. Здесь единственное, что более зеленая травка. Хотя стоит он на самом деле дешевле, чем предыдущий. И внутри он практически одинаковый. Здесь есть только комната для вебкама, столовая небольшая, кухня с просто уродской плиткой синей. И даже двухспальная самая дешевая кровать. И туалет. Все, больше о нем нечего сказать. Отправляйся в базу. Толмачевский переулок 35. Здесь единственное отличие в фасаде — это цвет, который поменяли внезапно на желтый. Какой-то цепляющий оранжевый, может быть. Внутри он такой же, только здесь на одну персону теперь домик. Зеленая ванная, такая же компактная приятная кухня, странный розовый стол, телевизор, диванчик. Ничего такого экстра примечательного. Отправляйся в пресную базу. Толмачевский переулок 37. Снаружи абсолютно такой же, внутри немножечко другая планировка. И мне, кстати говоря, нравится то, что они, в принципе, меняют планировку
в домах. Это интересно. Но здесь, опять-таки, нет никакой индивидуальности, это нормально, потому что так и должно быть. Эти дома предназначены для ваших символов, и непонятно, кто здесь будет жить, потому что они для всех. 5 на одну персону, странный стол и стул, зона кухни отделена разным напольным покрытием, есть небольшой диванчик и книги, и все. Тоже отправляйся в пресную базу. Дальше дома идут богаче, это улица Королева, 34. Этот домик уже практически не базовый, а он стоит 20 тысяч. Здесь появляется и фундамент, и гараж. То есть такой богаче, в принципе. И я не понимаю, почему нельзя было поставить везде такую крышу, она странная, выпирает. Понятно, что он закрывает все крыльцо, но тем не менее. Это первое бы, что я здесь переделал. Здесь есть маленький дворик с выходом, что приятно дополняет этот дом. И мне не особо нравятся эти окна, они типа какие-то модерновые, хотя понятно, что это домик в старом стиле. Второй этаж практически пустой, здесь есть только ванная, кровать и небольшая комната с синими полами. А на первом этаже также диван, телевизор, большая кухня, комната с мусоркой и просто ужасный ковролин, который находится везде. Издалека он напоминает просто пластиковую поверхность, а на втором этаже он тоже везде. Я не особо люблю ковролин, лучше здесь было дерево или что-то другое. И отсутствие... Как будто бы есть какой-то намек на подвал, но сам подвал по себе отсутствует. Это интересно. О, еще я не понимаю, почему они сделали здесь забор, который является болезненными перилами для лестницы. Это выглядит несуразно. Здесь еще эта калитка, которая совершенно к нему не подходит. Я надеюсь, что другие дома из этой серии, они более приятные, чем этот. Поэтому я поставил его мозолить глаза, потому что мне кажется, что можно лучше. И здесь сразу же хочется начать переделывать все. Следующий дом — улица Королева, 35. Вот этот дом уже совсем не базовый. Он выглядит намного богаче, чем остальные здесь. Интересное решение с тем, что вы поднимаетесь на второй этаж и оказываетесь на такой площадке, но реализовано оно странно. Начиная от лестницы, которая сюда совершенно не подходит, заканчивая заборчиком, калиткой, что-то такое. Зато есть маленький задний двор. Внутри он достаточно обширный. Мне не очень нравится это решение, и они забыли покрасить здесь стену. Это абсолютно неприемлемо. Здесь дурацкая плитка на полу или линолеум. 3 спальные комнаты, небольшая лестница наверх. Опять они здесь не доделывают перила. Не знаю, что это им дает. На первом этаже, который, скорее, второй, находится маленькая столовая, отделенная от кухни. На кухне вроде как более богатая плита. Туалет, который отсутствует. Несчастный диванчик с книжной полкой. И все, больше ничего нету. А на минус первом что находится? Здесь просто обширный зал, непонятно для чего. Даже никаких нет намеков. И гараж. И все. Я бы тоже его поставил в мозолить глаза, потому что мне кажется, что... Я думаю, что можно его было сделать лучше. Тем более он не базовый, и у вас как будто бы нету таких сильных ограничений по бюджету. И многие решения интересные, но они выглядят очень странно. Шкварочный проспект 36. Это еще один базовый домик. Он стоит 14 тысяч. Судя по названию, где он находится, скорее всего, это более дешевый дом. Тем более он состоит из кирпича. Здесь даже поиграли с интерьером. Это интересно. Мне даже нравится. Опять за исключением крыши, но тем не менее. Есть задний двор. Это может быть плохое решение, потому что я знаю, что сильно здесь застревает, но тем не менее. Внутри он очень простенький. Здесь все то же самое, что и в стандартных домах. И посмотрим, если здесь... Да, здесь есть намек на подвал, поэтому подвал вполне себе можно достроить.
Я бы поставил в пресную базу. Шкварочный проспект 38. Этот домик, несмотря на то, что выглядит так же, он на самом деле подороже, что странно. Ну, я вижу, что здесь наконец-таки расширили выход на задний двор. Ну, посмотрим, что внутри. Внутри, в принципе, все то же самое, за исключением того, что здесь теперь 2 спальни. Как будто бы сюда предполагается, что перейдут Анджела и Лилит. Но это интересно. А в целом все остальное выглядит абсолютно идентично предыдущим домам. И есть небольшой намек также на подвал. Тоже отправляйся в пресную базу. Бульвар Кастро 103. Пожалуй, это тоже базовый дом, но выглядит он намного дороже, чем предыдущие. Мне очень нравится это покрытие для фундамента. Оно слишком рыжее и неприятное. Также небольшой задний дворик, небольшой гараж, зеленый цвет покрытия и рыжие двери и окна. На втором этаже 2 пустые комнаты, ванная, туалет, одна кровать, скудный пустой первый этаж. Здесь гостиная отделена от столовой при помощи напольного покрытия, а так все остальное то же самое. Есть также маленькая комната для мусорки. Тоже небольшой намек на подвал. И мне нравится, что в гараже такое покрытие показывает, он из дерева и не обработанный. Приятное дополнение. Но я не буду к нему нисходительным. Мне кажется, что это все-таки мозолит глаза из-за вот этого цветового несочетания рыжего, зеленого. Это странно. И он абсолютно точно такой же, как и другие дома, поэтому остальные дома должны быть красивее. Бульвар Кастро 105. Это абсолютно идентичный дом, но он с прекрасным покрытием, как у готов. Такое же, как здесь было рыжее, только здесь весь дом в таком коричнево-сером тоне. Он как бы отсылает на то, что это дом старый, скорее всего. Я предполагаю, что, возможно, это викторианская архитектура, либо плотницкая готика, потому что плотницкая готика ссылается на викторианскую архитектуру. И сразу видно, что этот дом стоял здесь давно. Но внутри он с иной планировкой, но такой же никакущий. Серые стены, серые полы, одна кровать, ванная, туалет, жуткая оранжевая кухня и розовая гостиная с столом. Есть намек на подвал, есть гараж. Стоит он как базовый дом. Это прекрасно. Вот этот дом я бы засунул в пресную базу, потому что он действительно базовый и приятный. Следующий дом — это бульвар Кастро 107. Снаружи этот дом такой же типичный, как и тот. Он выглядит более богато. Здесь также есть интересные наметки на вот эту архитектуру и забавный экстерьер. Внутри немного... Если там были 2 больших окна двухэтажных, то здесь одно. Оно отгорожено также и также не покрашено. Боже мой. 2 спальни, просто ужасный грязный ковер, ванная, туалет. На первом этаже столик отсылающий к старым добрым денькам со скатертью. Кушетка просто психолог, и вы даже не можете смотреть в окно, потому что оно выше. Небольшой книжный шкаф. Кухня. Ой, на первом этаже есть мольберт, который много отсылает. Может быть, это какая-то предыстория хозяев, которые раньше владели этим домом. Но непонятно. Стоит он 44 тысячи, и поэтому вы не можете себе позволить этот дом в базовом варианте. Но если вы будете переезжать, то вполне себе. Я бы поставил его в, пожалуй, все-таки мозолить глаза. Мне кажется, что вот эти вот странные богатые дома, им хуже удаются, чем базовые. И это странно. Бульвар Кастро 201. Ого, здесь даже в экстерьере что-то иное. Это выглядит странно, потому что на кустах находятся колонны. И почему, интересно, использована плитка, развернутая в разные стороны для подъездной дорожки. Не знаю, странное решение. Интересно, но странно. У него отделка совершенно другая. Здесь есть кирпичики, есть колонны. Это приятно. Есть задний двор. Внутри он весь в зеленых тонах. Странная зеленая ванная, странная зеленая кухня.
а как будто бы это дом на 3 человека, маленькая комнатка, еще одна маленькая комнатка и телевизор с кушеткой. И почему входная группа оформлена немножко деревом, а все остальное ковролин? Я бы сказал, что этот дом мозолит глаза. Он не ужасный, но и неприятный. Следующий дом — бульвар Кастро, 205. Этот дом, кстати говоря, немножко отделен от других домов расстоянием, что интересно. Как будто бы он такой дом для одиночки. Или, может быть, там есть что-то еще. Он слегка фиолетовый. Здесь уже нормально, наконец-то, сделано оформление фундамента высокого. Такая же странная неприятная крыша, выход на задний дворик, все стандартно. Второй этаж полностью пустой, здесь есть только одна кровать, нету даже ванной, что странно. На первом этаже есть ванный туалет, есть маленькая кухня, ничем не отделенная, есть маленький диванчик, есть стулья, стол, что еще нужно. Также намек на подвал, хотя они могли бы его сделать интересным. И мне нравится, что в гараже тоже есть вот эта вот текстура того, что гараж внутри ничем не отделан. Тоже отправляйся в свою почетную пресную базу. И последний дом, но не по значению, это дом павших деревьев. Это единственный дом, у которого есть собственное название, он жутко дорогой, и его обожают все игроки Sims 2 и все теоретики. Потому что здесь есть настоящие могилы, и есть жуткие лаги с освещением и странный, очень глубокий пруд с плачущей девой. И эти лаги с освещением мы еще увидим внутри. А с крышами здесь тоже странные решения. Мне нравится то, что он симметричный, то, что здесь есть вот этот вариант. Но в целом пойдет. В целом достаточно интересно. На последнем этаже есть камин, 2 комнаты и выход на балконы. А больше ничего нету. На втором этаже одна комната с кроватью, и вы можете уже обратить внимание, что здесь очень темно, и все объекты какие-то сероватые. Уродский пол, который мне никогда не нравился. То есть полукруглая комната. Здесь вот стоит это дерево, которое просто ужасно мешает играть всегда. И я вижу непрокрашенный пол здесь, здесь странный кусочек с этой дыркой. Странный мраморный зал, непонятно зачем. Пианино, еще один камин. Странно, что здесь стоит стул и один стол, и все. Хотя очевидно, что это дом для большого количества симов, и тоже здесь явно жили раньше большое количество симов. Есть даже ковер, старые диваны. Вообще все указывает на то, что этому особняку 1000 миллионов лет. И наконец-то здесь есть подвал. Хотя подвал, конечно, очень странный, он слишком глубокий, здесь очень сложно играть, в котором стоят вот такие 2 гроба. Естественно, потому что это отсылка на вампиров, которые появились с этим дополнением. И, конечно же, здесь жуткие лаги с освещением. Да простят меня все любители этого дома, но я считаю, что он очень неиграбельный для вас. В принципе, в этом доме невозможно играть. Там странное освещение, там странная планировка, там очень глубокий слишком подвал, там все загражают деревья. В общем, он не есть хороший, и это, с одной стороны, этого не могли построить потому что он слишком интересный. С другой стороны, с пивом покатят из-за всех больших минусов, которые есть в этом доме. На этом мой большой обзор участков в даунтауне закончился. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, посмотрите первую часть, если вы не видели, и подписывайтесь на меня на Patreon. Пока.